26 апреля 1842 года в присутствии графа Паскевича Ереванского торжественно был освящен крепостной флаг и окроплены святой водой оборонительные казармы. Во время этой церемонии были произведены пушечные залпы, первые в истории крепости Брест-Литовск. Центральным укреплением Брест-Литовской крепости является цитадель – мощное фортификационное сооружение, занимающее весь главный остров. Его опоясывает замкнутая двухэтажная казарма, общая длина которой составляет около 2 километров, высота 16 метров, а толщина внешних стен достигает 2 метров. Проект цитадели был разработан архитектором из Санкт-Петербурга Александром Штаупертом. Крепость насчитывала 500 казематов. В них могли разместиться 12 тысяч солдат с необходимым снаряжением для боевых действий и запасом продовольствия. Для ведения огня из орудий в стенах были обустроены специальные ниши с амбразурами и бойницами. Во внутреннее пространство крепости можно было проникнуть лишь через 4 ворот, которые располагались на равном удалении друг от друга. Писатель Сергей Смирнов в своей книге «Брестская крепость» так описывает оборонительную мощь цитадели над Бугом. Толстые, полутораметровые стены казарм успешно могли противостоять снарядам любого калибра. Надежно защищенные этими стенами стрелки имели возможность почти безнаказанно обстреливать наступающего неприятеля через узкие прорези бойниц. Здесь и там, на внешней стене казарм, полукругом выдавались вперед полубашни с такими же бойницами для флангового обстрела атакующего противника. Защищали цитадель 3 мощных укрепления – Тереспольское, Кобринское и Волынское. Они оснащены фортами, окружены системой бастионов, валов и водных преград. По внешнему периметру крепости возвышались 10-метровые земляные валы с укрепленными каменными казематами. Перед крепостными валами пролегали каналы, через которые были перекинуты мосты. Они соединяли крепость с внешним миром. Известный российский фортификатор Эдуард Иванович Татлебин в отчете военному министру писал: многие из произведенных работ составляют замечательные образцы военных сооружений, вполне примененных к современному состоянию военной техники. В середине 19 века Брест-Литовская крепость с мощным гарнизоном представляла серьезную угрозу для противника и была способна сдержать наступление целой армии. Врагу следовало опасаться ударов гарнизона по тылам своих войск. Взять крепость штурмом было невозможно, поэтому оставалось лишь осаждать или блокировать цитадель, задействовав при этом крупные силы. Фридрих Энгельс в статье «Демократический панславизм» отмечал: русские, особенно после 1831 года, сделали то, что упустили сделать их предшественники. Модлин, Варшава, Ивангород, Брест-Литовск образуют целую систему крепостей, которая по сочетанию своих стратегических возможностей является единственной в мире. В начале своего существования Брестская крепость была одним из наиболее совершенных крепостных укреплений России. Вопрос заключался лишь в том, надолго ли она останется такой. В следующую субботу я расскажу о незавидной судьбе костелов и монастырей города Брест-Литовска, а также вы узнаете, почему Белый дворец, где в 1918 году был подписан Брестский мир, имел очертания униатской Петропавловской церкви и что стало с монастырем Тринитариев.